Друзья, все мы знаем, что ноутбуки китайских производителей уже прочно обосновались на рынке и стали весьма популярными. Одним из первых, пожалуй, китайских брендов ноутбуков, что стал популярным, это компания MyBenben. И в этом видео мы с вами оценим продукты от данной компании, и это модель P527. Данная модель стоит 69-70 тысяч рублей и при этом имеет вполне мощное железо, и внутри стоит, внимание, полностью интеловские комплектующие, то есть наполовину. Это видеокарта Intel Arc A555M на 8 видеопамяти и процессор 14-ядерный 20-поточный i7-12700H. Разумеется, меня больше всего интересует именно дискретная видеокарта 555M, нежели сам процессор, ведь именно видеочип и дает возможность ноуту запускать современные игры, хотя стоит признать, что процессор тут явно не дешевый и далеко не самый слабый. Сам же ноутбук представляет собой довольно тонкий корпус, который оснащен 15,6-дюймовым Full HD IPS дисплеем с частотой обновления 144 Гц. Качество дисплея приемлемое на мое усмотрение, все же это IPS матрицы, они не бывают уж очень плохими, так что цветопередача достойная и яркость с большим запасом. Однако самое интересное, еще раз повторюсь, не процессор и не дисплей, а именно видеокарта Intel Arc A555M. Эта видеокарта имеет 8 видеопамяти, GDDR6, шину 128 бит и теплопакет до 60 Вт. Последний показатель, если честно, меня немножко настораживает. Все же видеочипы с теплопакетом 60 Вт, и это далеко не 90 и даже не 120, и скорее всего нас ожидает производительность на уровне мобильной RTX 3050. Это примерно, если судить по этим показателям. Я в первой части видео не вспомнил, точнее пропустил про оперативную память, а ее у нас в данном случае 16 DDR5 в двухканале на частоте 4800, что весьма интереснее, чем стандартный DDR4 3200. Далее все данные хранятся в SSD накопителе с интерфейсом PCI Express 4.0 X4 объемом на 1 терабайт, который обеспечивает довольно высокую скорость передачи данных, а именно 5000 на чтение и 3500 на запись. Но что еще интереснее, друзья, в ноутбуке есть свободный слот под еще один M2 накопитель PCI Express 4, который пользователь может самостоятельно установить еще один SSD, и при этом важно отметить, что ОЗУ и SSD можно заменить, не теряя при всем именно гарантийное обслуживание, что довольно важно. А еще я бы отметил и важный момент: сам ноут имеет корпус из сплава алюминия, именно внутренняя часть и вся верхняя часть на крышке дисплея тоже металлическая, и только внизу на тыльной стороне пластиковая панель, так что корпус явно не дешевый, ведь на 70% металлический, хотя стоит признать, что черный цвет очень довольно успешно собирает следы от пальцев, поэтому следы есть и будут, и от них никуда не денешься. В общем и целом, друзья, перед нами нормальный такой себе добротно собранный ноут с нормальным дисплеем, мощным процессором и небольшой перспективой прокачки. Но вот видеокарту нужно, конечно, тестировать, и это интересно. Все же интеловская видяха — это что-то необычное, я уверен, именно для зрителей, поэтому пришло время запустить парочку проектов и проверить, как это все работает. Тестировать я буду, понятное дело, на высоких настройках Full HD, но в различных режимах работы нашего ноута. Это важно, потому что у ноута есть экономный режим, в котором лучше всего сидеть именно в интернете, там набирать текст и так далее. И есть также режим баланс. Это что-то среднее и не сильно при этом греется железо, и пониженный теплопакет. Ну и есть также максимальный режим, это производительность. Тут предельные частоты, предельный TDP на всем железе. Это уже больше подходит для запуска требовательных игр или, скажем, на время рендера видео и так далее. Итак, друзья, начнем с Counter-Strike второй части. Я выставил все на высокий Full HD, и как видим, у нас в режиме баланса в среднем режиме от 115 до 125 FPS. При этом частота процессора понижена от 1700 до 2300, отчего температура процессора и видеокарты не поднимается выше 75-80. И в то же время в режиме производительности, то есть максимальном режиме, у нас больше фреймрейт поднимается, выше частоты процессора и видеочипа, и получаем в этом случае количество кадров до 145 FPS. Но зато сильнее, как мы видим, поднялась температура и выдает на ядрах от 80 до 95 градусов, что явно является предельно допустимой. И тут возникает у зрителей вопрос: а есть ли смысл ради плюс 20 FPS в контре выжимать из ноута максимальную мощь, если даже 115-120 FPS
FPS на высоких Full HD в режиме баланс тоже приличный, довольно приличный результат. Мне кажется, режим баланс все же тут является именно оптимальным по температуре-производительности и шума от вентиляторов. Разница в 20 кадров — это не разница в 50 кадров, так что здесь, я думаю, стоит задуматься. Окей, друзья, идем далее. Теперь с вами давайте запустим что-то более требовательное, чем Counter-Strike. Например, это будет Киберпанк. На высоких, без трассировки, но Full HD. И тут у нас интересная ситуация. С одной стороны, мы видим с вами, что в режиме баланс ноут выдает стабильные 40-45. Возможно, там 50 кадров в закрытых локациях. И при этом в режиме производительность ноут выжимает 50-55. Или местами 60. Что, конечно, не сильно, но все же приятнее, чем 40-45. Тут, конечно, режим производительности выдает полную свою мощность, но опять-таки температура и шум от ноута заметно больше, чем в режиме баланс. Да, это не смертельная температура 90-95, но это все же уже почти предельная, и ее можно в принципе пережить, если сессия запуска игры длится там, ну, примерно 30-40 минут, чтобы все же можно было потерпеть такую температуру. Но вот если вы каждый день будете запускать длинные сессии по 5-6 часов, то в таком максимальном режиме термопаста просто подсохнет, и само железо может со временем терять свою эффективность. Плюс вертушки тоже на максимальных оборотах явно не станут вечными, так что я все же думаю, 40-45 на высоких Full HD это оптимально на длинные сессии часами. А если вы запускаете там на полчасика пострелять, пройти пару миссий, то можно в целом и на предельных мощностях запускать. Вот такие у меня представления, чтобы максимально продлить жизнь всему железу внутри данного ноута. Ну и в конце, друзья, что ж, я хотел еще закинуть Resident Village, там тоже все на высоких Full HD, и тут результат что в режиме производительности, что в режиме баланс, плюс-минус одинаковый, 140-150 кадров, и вообще нет смысла даже выставлять максимальную производительность. Будет вполне в достатке в режиме баланс запускать Resident. В общем, что хочется сказать в завершении этого видео. Ноут получился в целом неплохой у компании MyBandBand. С учетом цены, так тем более предложение достойное. И однако есть нюансы, я бы отметил как раз именно эти самые режимы работы, и они довольно прямым образом влияют на температуру железа и немножко даже на производительность. Так что однозначно советую людям, кто купит сей ноут, все же настроить именно под себя любой режим производительности под различные задачи. Это же будет сделано для вашего удобства. Вот такая вот история в этом видео, друзья. На этом у меня все. Увидимся с вами уже очень скоро. Не болейте и до встречи на канале. Пока-пока.